На СИМу устройство с AMOLED-дисплеем на 1,82 дюйма, максимальной яркостью до 1500 нит, ультратонкий корпус, большое количество расцветок, простое управление с помощью поворотной кнопки и удобные функциональные кнопки. Система Harmony OS, умные подсказки, встроенная GPS-система, фитнес-курсы, обновленная технология TrueSyn версии 5.5, мониторинг сна с мониторингом дыхания во время сна, 10 дней автономной работы, водонепроницаемость 5 атмосфер, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Huawei Watch Fit 3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке с изображением и краткими характеристиками модели. Упаковка хорошая, в комплекте у нас сами смарт-часы, ремешок, зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство пользователя. Весят смарт-часы 49,2 грамма, а габариты 39 на 43 на 11,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro на данный момент. Для участия в розыгрыше необходимо оставить любой комментарий под любым из роликов, больше 5 слов, осмысленный, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Единственное, не забудьте открыть подписки на YouTube, чтобы рандомайзер мог вас выбрать. На стриме присутствовать не обязательно, если вы победите, я вам напишу. Всем удачи, в розыгрыше. Начнем. Приобрести данную модель можно в черной, серебристой, розовой, серебристой с красными элементами дизайна и золотистой расцветки. Внешне данная модель отличается от Watch Fit 2, теперь они больше похожи на смарт-часы, а не на смарт-браслет. Дизайн лично мне нравится, особенно в данной расцветке, но из-за сочетания цветов и формы они напоминают яблочные часы. Тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, а средняя рамка из алюминиевого сплава. Материалы тактильно приятные, сборка качественная и кнопки не имеют люфта. Ремешок в этой расцветке силиконовый, довольно качественный. Охват запястья от 130 до 210 мм. Он имеет стандартную металлическую застежку и удобное крепление, но ремешки в Watch Fit 2 на эту модель не подойдут. На мужской руке, как и на женской, смарт-часы смотрятся хорошо, при носке Fit 3 не ощущаются. Спать в них комфортно, да и во время тренировок ремешок не натирает. Далее на корпусе расположили краткую информацию: динамик, микрофон, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту 9-осевой датчик IMU, акселерометр, гироскоп и магнитометр. Оптический датчик пульса и датчик освещенности. Также на корпусе есть одна поворотная кнопка и одна механическая кнопка. Кнопка колесика отвечает за переход в меню и возврат, переход во вкладку с недавно открытыми приложениями и переход во вкладку с выключением и перезагрузкой устройства. Многозадачность на борту, как вы уже поняли, за что однозначный плюс. Прокручивая данную кнопку, можно перемещаться по интерфейсу. Прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией, но она слабенькая. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, а в настройках можно повесить переход к любому другому приложению. Летим дальше. С фронтальной части у нас здесь AMOLED-дисплей на 1,82 дюйма с разрешением 480 на 408 пикселей. Плотность пикселей 347 ppi, система Harmony OS версии 4.2, русский язык на борту, шрифт читабельный и не мелкий. Рамки заметные, можно сказать, что они большие, но лично я к ним быстро привык. Экран прямой, минус за то, что есть пластиковая вставка по периметру экрана, как у дешевых смартфонов. В остальном картинка четкая и насыщенная, скроллинг плавный и перемещаться по системе удобно. Максимальная заявленная яркость 1500 нит, яркость по моим замерам 700 люксов, что довольно хорошо, и в целом хватает ее для комфортного использования даже в солнечный день. Автоматическая регулировка яркости на борту, работает она быстро, но то, как она регулирует яркость, учитывая внешнее освещение, мне не нравится. Часто хочется добавить яркости. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, также есть автоматический режим. Время функции постоянно включенный экран максимум можно настроить до 20 минут. Полноценный АОД на борту, стиль АОДа зависит от циферблата, активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо. И удобно, что можно выбрать, что будет загораться АОД или циферблат. Включить экран тапом можно, как и выключить, накрыв ладонью. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, функция продувки динамика, спящий режим, фонарик, режим не беспокоить и не только. Свайп снизу вверх уведомления, слева направо Huawei Assistant Today, справа налево виджеты, которые можно настроить под себя. Как и сортировать меню. Меню небольшое, в нем есть фонарик, погода с подробным прогнозом, поиск смартфона, компас, секундомер и таймер, которые могут работать в фоне. Календарь с событиями, которые можно синхронизировать со смартфоном, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, настройки и музыкальный плеер. Через него можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне. Ко всему есть выделенная память в размере 1520 мегабайт, а через приложение можно загружать музыку прямо на смарт-часы. В настройках помимо уже перечисленного есть возможность подключать Bluetooth-устройства, даже спортивные Bluetooth-аксессуары, к примеру, нагрудный датчик. Bluetooth-чип, к слову, установлен
уверен, версии 5.2 могли бы установить хотя бы 5.3. У меня модель без NFC, но считаю, что версия с NFC не актуальна для тех, кто проживает в России. Далее можно изменить стиль меню, установить пин-код, включить функцию для активации экрана в случае, когда приходит уведомление, функцию для отображения уведомлений, если смарт-часы надеты на запястье, а также настроить вибрации и динамик. Динамик звучит хорошо, ко всему приятно и громко. Вибромотор, если не брать отклик для кнопки колесика, довольно мощный и приятный. Летим дальше. Huawei Watch Fit 3 поддерживает большое количество различных видов тренировок. Из полезного на борту есть отслеживание плавания, определение активности, озвучивание тренировок мужским голосом на русском языке, курсы и планы. А и помощник, статус тренировок с нагрузкой, восстановлением и VO2 Max, разминка с анимацией и настройка для тренировок. Местоположение смарт-часы смарт-браслет определяет около 20 секунд. Пройденный маршрут в городских условиях строится неплохо, но отклонение около 2-3 метров есть. На смарт-часах можно посмотреть маршрут, но только в миниатюре. Загружать маршруты на сами смарт-часы можно. Как импортировать свои маршруты, что тоже является огромнейшим плюсом. Шагомер отрабатывает некорректно, часто приплюсовываются шаги. Опять же, может быть, он обучится постепенно и будет лучше. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, воспользоваться навигацией, включить обратный маршрут или вернуться к исходной точке по прямой. В целом настроек для тренировок достаточно, за что плюс. Но большой разницы в этом плане с Fit 2 я не заметил. Далее, Watch Fit 3 может измерять пульс, уровень стресса, SPO 2 мониторить сон с дыханием во время сна. Пульс измеряется в ручном режиме, в автоматическом режиме или в смарт-режиме. SPO 2 и уровень стресса измеряется в автомате или ручном режиме. Пульс, как и SPO 2, у воздуха смарт-часы не считывают. В плане корректности измерений все отлично, погрешность встречается, но она минимальна. Сон, как и все фазы сна, Watch Fit 3 мониторит хорошо. Удобно, что на смарт-часы приходят различные полезные уведомления, к примеру, уведомления с утра, в котором кратко расписано о качестве сна. Из полезного на борту есть мониторинг за активностью, приложение Клевер здоровье, приложение с рекомендацией потребления калорий с учетом активности, дыхательные тренировки и анализ пульсовой зоны и аритмии. Графики на смарт-часах отображаются, плюс они довольно информативные. Для подробного ознакомления с результатами измерений можно всегда зайти в приложение. Далее. Huawei Watch Fit 3 поддерживает технологию Bluetooth-звонков. Через них можно разговаривать ко всему удобно, но микрофон в шумной обстановке плохо улавливает голос. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свой быстрый ответ. Через приложение можно добавить избранные контакты, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются, как и смайлики. Далее, емкость аккумулятора 400 мАч. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья они живут у меня 6-7 суток, что довольно хороший результат. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними все хорошо, функционал рабочий, внешний смарт-браслет никак не пострадал. И это говорит о том, что с ними можно плавать, принимать душ, но в сауну не советую их брать. Летим дальше. Приложение стандартное для Huawei, а именно Huawei здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами, профиль и вкладка с советами для здорового образа жизни. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, любую фотографию установить возможность есть, как и воспользоваться персонализированными watchface'ами и кликабельными watchface'ами. Даже можно свой циферблат создать. Далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery с небольшим количеством приложений, что тоже неплохо. Можно установить игру, калькулятор, приложение для управления камерой смартфона, но только с этим приложением. Также в приложении есть настройка уведомлений, будильника, погоды и функция, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновления уже прилетали. Минусы: при низкой яркости на экране заметны артефакты в виде цветного шума, нет зарядки для пинов, нет диктофона, нельзя просто посмотреть календарь, нет барометра, нет датчика температуры, плохо работает шагомер, Bluetooth-кнопка для удаленной съемки недоступна на всех Android-устройствах, нельзя свернуть тренировку для фоновой работы, хоть и данная модель совместима с iOS и Android-устройствами. Для iOS есть ограничения, нельзя настроить уведомления от определенных приложений, нельзя отвечать на уведомления заготовками, ответами, смайлами, нет встроенного магазина приложений App Gallery и нельзя загружать в стоке музыку на смарт-часы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Из приятного: в телеграм-канале скидок сейчас по 28 тысяч продают Poco F6, точнее по 27 800, и по 38, по 37 600 продают Poco F6 Pro. К слову, Poco F6 Pro я разыгрываю условия в записи стрима от 23 мая на презентации Poco. Если интересно, участвуйте. Резюмирую. Huawei Watch Fit 3 лично, по моему мнению, хорошее носимое устройство. Главное приобрести их во время скидок, так как цена на них бывает заоблачная. Круто, что данную модель сделали в форм-факторе смарт-часов, в отличие от Watch Fit 2. От меня девайсу однозначно да, подписывайтесь на канал.
канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!